Ты отметил, что западная цивилизация была построена на иудео-христианских ценностях, но признаешь ли ты, что другие цивилизации, такие как исламская цивилизация, особенно в период ее процветания, китайская и индийская цивилизации, которые были невероятно успешными с экономической точки зрения, даже в 17-18 веке, признаешь ли ты, что в конечном счете их неуспех является следствием западного империализма и эксплуатации этих регионов, которые были успешными до того, как Запад их завоевал и начал эксплуатировать для добычи полезных ископаемых и подобному? Нет. С исторической точки зрения я это не могу признать. Исламская цивилизация пала не из-за вмешательства Запада. Исламская цивилизация пала из-за того, что она скатилась в фундаментализм. Между 800 и 1400 годами, как ты знаешь, исламская цивилизация была ответственна за сохранение большого количества греческой литературы, которую очень люблю. Она процветала интеллектуально, она процветала экономически. Она пыталась найти баланс между фундаментальными принципами и рациональностью. И потом исламская цивилизация скатилась в форму фундаментализма, которая попыталась вытеснить рациональность в пользу теократии, что, к сожалению, продолжается по сегодняшний день. Касательно экономического падения Китая, Китай был успешным, пока он был меркантилистским государством, так же, как и некоторые западные государства были успешными, будучи меркантилистскими государствами. Но мир изменился не из-за меркантилистских государств, мир изменился из-за фундаментального признания возможности разделения индивидуального человеческого труда. И это и позволило западному миру перегнать Китай. Так что Китай все еще очень сильный с экономической точки зрения, но он все еще не признал принцип индивидуальной свободы человека. И это серьезная проблема. Так что я не думаю, что империализм объясняет падение других цивилизаций и их невозможность преодолеть определенный уровень развития и стагнацию. Я думаю, что этот аргумент недостаточно сфокусирован на внутренних факторах, то есть на самих падших цивилизациях, и слишком сильно сфокусирован на внешних факторах, таких как завоевание этих государств. Потому что сколько длилось завоевание в случае Китая? Китай был в полном контроле своей судьбы до и после завоевания. Так что завоевание Китая и Гонконга сколько оно длилось? Оно длилось примерно 100 лет? 130 лет? Материковый Китай примерно до 1949 года, когда Мао пришел к власти, а Гонконг до 1997. Точно. И, кстати, Гонконг был самой успешной территорией Китая, так что если мы говорим о экономической стагнации, то Гонконг – это ужасный пример. Но это хороший пример того, как принятие западных ценностей культурами, которые не принадлежат к западной цивилизации, ведет к экономическому процветанию. Это также касается свободного рынка в Сингапуре, Южной Корее и всех других мест, в которых приняли западные ценности в отношении свободного рынка и частной собственности. Так что захват этих государств, возможно, и не оправдан с империалистической точки зрения, но с точки зрения экономического развития, завоевание Западом хорошо отразилось на Гонконге, чисто с точки зрения роста ВВП. Касательно завоевания материкового Китая, ты прав. Опиумные войны, которые начались когда? В 1850-х и длились примерно до 1949 года. Так что это примерно 100-летний промежуток. Китай отстает по экономическому развитию не из-за этого. И Китай точно не из-за этого отстает с точки зрения свободы человека. Он намного отставал от Запада до западного империализма и после западного империализма. Так что вопрос следующий. Принятие западных ценностей. Хорошо ли это сказывается на других государствах или плохо? И это не оправдание империализма, который по факту может вести к порабощению людей. Очевидно. Но мне противно винить западный империализм как источник всех проблем, с которыми сталкиваются развивающиеся страны. И я не думаю, что история это подтверждает.